That's how we get down tonight. Break it down. Всем доброе утро. Доброе утро. Сегодня воскресенье, какое-то там число. Мы уже потерялись в днях, скорее всего, В общем, 10-е. мы собираемся сейчас ехать в Лора-парк. Будем смотреть Животных. животных, да. Если позиционно, находимся мы вот здесь примерно, а доехать нам надо вот так вот аж вот сюда. Потому что если ехать с этой стороны, то здесь серпантин, больше времени потеряем. Здесь по типа трассе быстрее все получается. Мы добрались до Лора. Если найдете место, то можете бесплатно. Но если к вам подойдет какой-то местный непонятный молдаванин, испанин и скажет: паркуйся здесь за евро, но я не рекомендую его, тут он мутный. Вот, поэтому мы приехали, все, пошлите посмотреть. Ну что, мы зашли на территорию Лора парка. И первое, что мы встретили, это опять же местные такие разводилы, которые предлагают экскурсии здесь же, в этом Лора парке. Зайти на задний загон к гориллам, то еще куда-то. Ну, в общем, на самом деле сейчас ходим, просто смотрим. Вот такие дела. Ладно, пойдем, Аня. Интересно, мы вчера них ели. Играются. За нами?
косаток. На представлении косаток купили штуку за 3 евро, чтобы нас не забрызгали. Водой брызгают, будь здоров. Алена, ты голодная! Да, Виталик.
Фу. Ну, в общем, мы вышли из лора-парка. В общем, заключение такое. Приехали мы в где-то 10:30, 10:40. Сколько сейчас времени? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. В общем, действительно есть что посмотреть. Куча животных, куча всяких Сейчас рыбок. 16 часов. Сейчас 4 часа дня. В общем, за большой промежуток времени посмотрели много чего. И растений, и птиц, и рыб, и животных, львы, и все остальное. Поэтому, если у кого дети, вообще можно однозначно сюда ехать. Им интересно, правда, к концу уже тяжело. Все начинают конючить, ну и не слушаться. А так здесь все супер, давайте. Все, кому А еще и нравится. фотки делают. В начале, в самом, вот в такой штучке, 6,50 евро. Такая прелесть. Поборы, сплошные поборы. Все. Советую местной девушке, которая здесь живет, и благо она нам подсказывает, что нам здесь, где нужно. Она посоветовала очень такое приличное место с хорошей едой, питьем. Тоже Пуэрто-де-ла-Крус. Вот. Как оно называется, это место? Эль-Монастерио. Да. Эль-Монастерио. Такое очень культурное место такое. Надеюсь, там вкусно кормят. Пойдем пробовать. Сегодня мы решили день посвятить фиесте. Сегодня понедельник, и мои друзья, родственники, или как лучше назвать, или друзья, или родственники, посоветовали нам поехать вместе с ними встретиться на фиесту в Ла-Лагуну, в Санта-Крус. Поэтому мы сейчас едем и будем смотреть, что такое фиеста по-канарски. Мы приехали к родственнике Мани в Ла-Лагуну. И тут чудо. У них пошел дождик. А мы приехали на фиесту. Ну, дождик это, правда, такая вообще морось какая-то идет. Ничего страшного нету. Вот. А самое забавное, что народ начинает надевать шарфы, кофты, куртки. Всем холодно, все прячутся. Хотя на самом деле все равно 27 градусов. Ну и немножечко, конечно, моросит. Но вот уже перестало моросить. В общем, нет дождя. Ассимилировались, на самом деле, как бы, да, и испанцы Были славились жестокостью. Были жестокие схватки с какими-то бедными гуанчами, которые вообще бегали с камнем в руке. Ну, ни с чем. Да, ну, я так понимаю, ну, как сказали, что всех повырубали, да, гуанчи, всех поубивали. Что-то, мне кажется, мы путешествуем сейчас по всему острову. Вот, и мест, где спрятаться, мне кажется, столько много. И перебить всех невозможно было. Не знаю, как они так просто до одного их все перебили, тоже очень странно. Куча пещер, куча мест там, куда просто не добраться. Ну, я вот там даже с ружьем пойду искать гуанчи, я его в жизни не найду, потому что это их остров, они знают, где, как спрятаться, поэтому это все. Дорог нет. Ну да. Так, Леонор, так все-таки, что мы, где мы идем? Нет. Я так что Ты- нахваталась. не Ну, знаю. в общем, старый, вот это старый город. Да, это так старый, так это старый назовем. город, Ла-Лагуны, самый центр. То есть центр Ла-Лагуна. Да, мы сейчас идем по направлению к одной из самых главных основных церквей. Которая, я тоже не знаю, вот когда она была построена, но давно. Угу. В общем, красивое такое будет место. Вот там, где вот эта сосна растет, нам как раз туда. Сосна растет нам туда. Там, где черные тучи, там, где самые тучи. Тучами там должна Ну, ничего. быть горы, как раз, Там облачко. но как раз лагуна из всего севера. Она самая нестабильная погода. Зеленые бобы А что здесь вообще делают? закупаем в Южной Америке, и здесь их жарим, запаковываем. Много и все так хаотично, да. Это тоже очень-очень. Это здание, по-моему, одно из самых старых здесь. Все эти двери, вот это все историческое. Мужская энергетика. О, нормально.
футбольчик, видишь, Вот, можно. и весь этот центр, он полностью внесен в ЮНЕСКО как ансамбль архитектурный, да, как вот есть там города, там, типа Брюгге, например. Тут, то есть этот город тоже, это историческое наследие культурное мировое. То есть такие все балкончики резные. Какая? Ну тут с другой стороны мы обошли. А какого-то года постройки? 1400-1500, примерно так. А, то есть все-таки Да, то есть красивенько, да, туда вход, смотри. Ну, тоже какой-то собор. это как бы исторические какие-то штуки. Историческая штука. Слушай, ну классика, да, такая, смотри, балкончики такие. Да. Близко к натуральному. Это единственное место, где вообще в принципе можно раздобыть. Говорят, на каких-то польских рынках можно. Какие-то рынки есть, куда привозят что-то Польша, какую-то еще продукты, поляки делают, еще что-то. Вот так вот затянуло Пуэрто-де-ла-Крус, Ла-Лагуну. Питерская погода. Вот питерцы приедут, погоду привезут с собой. Сейчас мы находимся у Сиам-молла. Сиам-молл — это торговый центр рядом с Сиам-парком. Как нам сказали, что для детей вот таких вот маленьких Сиам-парке слишком мало горок, и там куча ограничений по возрасту, и по росту, и по весу, и, в общем, там какая-то такая фигня. Вот, поэтому мелкий туда не пойдет. И я не пойду. Да, поэтому отправляем Маню с мелким в Сиам-молл. в Сиам-молл. Выглядит это вот так вот. Вот. А я иду вот туда. Сиам-парк. Сиам-парк. Вот. Камеру я беру с собой, так что если что-то поснимаю, ну, в общем, как бы такие вот дела. Непонятно, почему все в интернете пишут, что Сиам-парк больше подходит для взрослых, потому что здесь огромный детский городок, но если смотреть на возраст около 5 лет, то в принципе очень даже достаточно, на мой взгляд, город. Плюс, если у вас рост у ребенка 110 сантиметров, вы можете вместе с ним на подушке такой огромной для 4 человек, сидя, проехаться на очень прикольной горке. Но рост должен быть 110 сантиметров, не меньше. При этом мое заключение, что Сиам-парк отличный для посещения с детьми.
так. В Акваленд мы не доехали, но когда мы проезжали мимо, мне он, честно говоря, не понравился, потому что горки видно, что пошатанные, потрепанные, такие какие-то прям не очень. А по цене вышло у нас 59 евро на меня и на ребенка. Вообще до 5 лет дети бесплатно, либо до 110 сантиметров, потому что им будет возможность использовать только вот этот детский маленький городок. Правда, там есть еще пару горок зелененьких, и там можно, кстати, на подушке ребенок может лежать. Ограничений там вроде никаких не стояло. Но в целом, для того, чтобы контролировать своего ребенка, вот этот городок Лос-Сити очень даже удобен. Здесь удобно сидеть родителям и смотреть, что их дети делают вообще в пределе видимости. Вот так. Всем привет! Сегодня мы сдали машинку. Вчера у нас был последний день, как мы уже говорили, что мы могли отъехать от нашего места расположения. И мы вчера ездили в Гуанчжэнь. И мы были просто в восторге от того, какая там была вкусная еда, потому что мы объелись, переелись, вообще нереально. Мы не могли уснуть потом после такого большого количества еды. Просто советовать нужно всем это место волшебное. Вот. А сегодня, поскольку мы без машины, мы дошли пешком от нашего места до такого вот китайского ресторана. Он называется Гонконг Dragon Garden. Вот. Тут так очень быстро приносят еду. Поэтому сейчас мы ее заценим. По цене очень недорого. Можно покушать. Мама буянит. Вот, поэтому посмотрим, как здесь будет. На самом деле малипусечка. Маленькая небольшая порция, но посмотрим, может быть, понравится папочке нашему. Ну, пока попробовала пиво китайское, вроде как не очень понравилось, да? Не слабое вообще, ну такое, практически безвкусное. Ну, лайтовое. Ну что ж, у нас сегодня последний день. Завтра утром мы уже улетаем. Сегодня, ну сейчас уже день, суббота. Вот, 16 число. Поэтому мы сейчас купаемся, потом домой отдыхать. Потом, я думаю, что еще раз пойдем купаться. Вот, ну и собирать вещи. Вот. В общем, последний вечер у нас сегодня. Мы пришли в какую-то итальянскую... Ла-Флака. В общем, рядом с пиццерией, которую мы были вчера. Очень вкусная вчерашняя пиццерия, решили ей изменить. Ну, попробуйте. Сказали, что есть итальянский повар с итальянскими... Уговорили. Ну да, болтали. В общем,
Что хотел сказать, недавно были еще в китайских ресторанах здесь недалеко, опять же, в Адыхе нашей. Ну, в общем, дешево, но ничего особенного нет, то есть, ну, как бы так, поели и все. То есть не запоминающиеся абсолютно. Вот повезли. Мам, я поняла, это звук полиции. Правильно, да. В общем, вот, такие дела. Ну а теперь просто по заключению нашему по отдыху, можно сказать. Ехать можно сюда, ехать хорошо. Можно с детьми, Да, можно с детьми, в принципе, с разными. никакого ограничения нет, но сразу можно сказать, если вы едете на 2 недели, обязательно берите машину, потому что 2 недели проводить просто там апартаменты, Или кушать, отель. кушать Да, и пляж. пляж и обратно, это надо с ума может сойти. Поэтому мы на неделю брали машину, целую неделю мы отдубасили весь остров, объехали. Вот. То есть все, конечно, круто. По поводу апартаментов. Здесь как бы, наверное, есть супер крутые апартаменты. У нас обычные апартаменты, но, честно говоря, из-за того, что мы находимся дома только утром, ночью и иногда днем, когда мы приходим после там, дневного купания, приходили, вот, сказать, что нам очень там необходимо был какой-то гиперкомфорт, такого нет. Но главное, что мы заметили по сравнению с тем, что мы до этого ездили в отеле, плюс апартаменты, что ты можешь постирать одежду. Постирать, погладить, Постирать, все, погладить. все выложил, места много. Вот. Поэтому захотели пойти в бассейн, пошли в бассейн. Апартаменты есть в этом плюс, как бы минус то, что, грубо говоря, необходимо самим готовить. Вот. Но если вы приходите в магазин типа Меркадона, где можно, мы на 100 евро накупили еды, и мы ели полтора недели. Полторы недели. Да, туда входило и хамон, и вино, и сангрия, и 2 йогурт, килограмма и королевских креветок. То есть здесь, в принципе, на 100 евро мы докупили так, что у нас еды было достаточно. Ну, понятно, что мы периодически могли где-нибудь, если куда-то ехали на машине, мы периодически заезжали в Гуачинчи, очень вкусные Да, гуачинчи. чтобы опять, как бы, чтобы объяснить, что такое гуачинчи, это рестораны, которые держат чуть ли не коренные канарцы, у них отдельное отдельное налогообложение, вот, они, Пониженная ставка. ну, пониженные ставки, понятное дело, их поддерживают, вот, они все готовят из тех продуктов, которые, грубо говоря, они утром что-нибудь либо наловили, либо купили, из этого продукта они и делают. Что нам понравилось? Это кесо асада. Кесо асада – это жареный сыр, их местный, реально вкусный. Дальше называлось энсолада. Энсолада – это типа картофельного салата, в общем, что-то вроде нашей типа оливье, но это совсем не оливье. Все они называют, здесь его называют еще Russian salad, но это не то. Вот энсалада именно в гаунчинче. Правильно? Гаунчинче. Гуачинчи. Гуачинчи, да. Вот, у них, конечно, офигенно. Потом куски мяса, если заказываете мясо, они просто кусок мяса приносят. Для тех, кто любит мясо. В общем, если вы заезжаете в Гуачинчи, вы на 30 евро на троих обжираетесь Да. просто. На 30 евро Конечно. очень хорошо можно было наесться в Гуачинчи. Там недорого. Очень, очень, конечно, вкусно. Такие дела. Дальше все-таки по поводу людей. Здесь безопасно. То есть действительно много людей, много разных, куча англичан, все кричат что-то, но это все как Ага, в бассейне вчера ну, кричали. какой-то в бассейне кричал, непонятный дядя. Вот. А так все было спокойно. То есть, допустим, на пляже мы вещи оставляем и идем купаться, никто никакие вещи не ворует, даже при том, что здесь ходят всякие негры и там всякие, ну, попрошайка чуть не видел. Вот, негры ходят, продают, но они здесь никто не навязчивый, то есть если им говорит, что типа нет, они отходят. То есть нет такого, что вот они на нас навешивают, и потом давайте покупайте по-любому. Торговаться с неграми нужно. Грубо говоря, если они вам предлагают какое-то покрывало за 15 евро, а вы говорите им за 5, то за 10 вам спокойно продадут. Ну, то есть где-то на десятку рассчитывайте. Ну да. Цены, которые, опять же, здесь на продукты, если кому важно. Я считаю, что может быть чуть-чуть дороже, чем в России, ну, в Петербурге, откуда мы. Вот. Но это компенсируется качеством. То есть здесь реально какой-то то ли свежее, то ли качественнее, фиг его знает. Там, допустим, Бананы очень интересные. бананы здесь местные, хамон, если покупаешь, хамон у нас будет стоить, я не знаю, рублей 700, здесь будет рублей 300 Я стоить. первую попробую. Вот. Ну, в общем, как бы
арбузы, ну все здесь можно есть. Поэтому своим отдыхом мы довольны. Вот. Не будем говорить, сколько мы потратили все-таки в итоге на всю эту поездку. У каждого, наверное, своя, потому что мы, в принципе, не без понтов. Любим вкусно покушать, вот, но как-то бегать по супер-пупер каким-то дорогущим ресторанам, типа на променаде, мы не пошли. Спасибо Островским, которые нам советовали туда не ходить. Говорит, вы туда не ходите, там очень дорого. Главное, чтобы было вкусно, а то бывает Островские, дорого, привет вам и бывает спасибо. невкусно. Спасибо, что вы нас сюда все-таки вытащили. Да, Ну, мы как-то советовали так, это да. место, Да. помогли с арендой апартаментов Да, так и что совсем с остальное. машиной, да, так что спасибо вам. Ну что, все, сейчас мы уже ждем, когда нам принесут поесть. Возможно, еще что-нибудь скажем, что-нибудь, может, придумаем. Но отдых все-таки на Тенерифе, он хороший, качественный. Все-таки это Европа. Вот. Культура есть здесь, нет навязчивости. Вот. Но здесь и уровень все-таки цен такой же, ну, европейский. Все в евро. Все евро, да. Поэтому едьте, отдыхайте. И цветочки, кружки. И цветочки. Где? Это горшок, Виталий. Ну, в общем, ладно. Все, завтра мы вылетаем в 9 утра в Стокгольм. А из Стокгольма мы уже не... Этот дорогой Стокгольм. Да, но я не думаю, что... Не будем мы больше в нем тратить деньги, не хотим. Да. Даже в аэропорту тогда И чтобы была не тратить очень время, отравленная еда. не тратить время на паром и на все остальное, летим мы сразу из Стокгольма, сразу из этого же аэропорта Орландо летим в Питер. Поэтому в час ночи мы будем дома. Конечно, целый день опять, блин. Вот. Конечно, это, наверное, какой-то минус, что у нас нет ничего прямого нету сюда, то есть добираться все равно по-долгому, и ну, дорога здесь дорогая. Через Европу лететь дешевле, нежели от нас. Из Ну да. России были бы, даже если лететь через Москву, Да. были бы дороже, нежели Так что, мы продумывали сами. опять же, ну так, если летите через Россию, ну, российскими, Аэрофлот, по-моему, летает, то стоит, по-моему, порядка 144 тысяч рублей. Что-то Да, такое на троих, вообще. да? Да, на троих было. С ожиданием, по-моему, 16 часов в каком-то аэропорту, но, в общем, труба. Такие деньжищи платить. У нас все вместе на круг получилось там 85 тысяч. Округлим это. 85 тысяч. На транспорт, именно чтобы добраться туда и обратно. Вот. Смотрите на этом самом, где мы там, на На Skyscanner? Skyscanner, да. Skyscanner. Skyscanner смотрите и смотрите прямые перелеты до Тенерифе. И уже как смотреть, добираться до этого места, куда идет прямой перелет. Ну, в общем-то, вот. В общем, вот. Сейчас мы покушаем, потом идем собирать вещи и ложиться в байки, потому что нам вставать в 6 утра у нас уже выезд, а в 9 у нас уже вылет. Ну, в общем, что можно сказать? Отдыхом мы довольны. Виталик, зачем ты брызгаешься?